Ну что, мои красавицы, здравствуйте, мои богини. Итак, что же мы рассматривать-то сегодня будем, а? Поздравляю всех с наступившими праздниками. Кто гуляет, продолжайте гулять, но не забывайте посмотреть раскладик. Так, я думаю, что мы все-таки посмотрим на отношения. Давно мы не делали, вот сейчас смотрю список. Да, и давайте тогда сделаем расклад. Что он хочет вам сказать? Давно его не было. Точно. Все, что он хочет вам сказать, но молчит. Ну, а может быть, и не молчит, и скажет в ближайшее время, что планирует и так далее. Итак, смотрим сначала, какие отношения между вами. Так. Ой, отношения. Ну, отношения, любовь, морковь, но дело в том, что все как-то вяло, все как-то медленно, все как-то подвисает. Мужчина не действует здесь у нас. Обещает, говорит, в любви признается. Мужчина у нас весь в романтике, в планах на будущее. Я тебе и звезду с неба, я тебе и дом построю, сына родим, да, и дерево посадим. Но дело в том, что здесь вот как бы жезлы и сразу тупик. Жезлы и сразу повешенный. То есть наобещал целую гору и подвесил. А вы сидите, ждете, когда же мужчина у нас тут разродится и все-таки будет выполнять обещанное. Еще что между вами? Интересная трактовка здесь очень. Ну, были и ссоры, конечно же, но вы чувствуете себя одинокой. Одинокой рядом с ним. Почему? Потому что опять все жезлы, вся энергия у нас упирается в двойку мечей. А двойка мечей – это страх перемен в первую очередь. Ну да. Колесо фортуны-то не крутится. Здесь, если женщина сначала на эмоциях слушала, планировала, верила, доверяла, то потом со временем вы поняли, что мужчина много говорит, мало делает. То есть, видите, две жезловые карты у нас в тупике. Еще здесь, знаете что, вроде как бы вам нравится мужчина и для построения будущего, и вы видите, что у вас могла бы получиться хорошая пара, но мужчина-то бездействует. И уж явно пара – это когда оба идут навстречу друг другу. А здесь как будто мужчина ставит все на паузу. Вроде сказал, вроде пообещал, вроде бы собрался, а тут раз то одна причина, то вторая, то сидит как-то и не пытается ничего поменять, и не пытается ничего сделать. Ой, мужчина тут какой-то у нас немножко по пажу идет, незрелость, во-первых, идет. То есть когда то ли ему все легко и просто, и он может обещать целые горы золотые, да, но при этом не осознавать все ответственности того, насколько это важно. Я хочу взять перевернутое таро. Ну, смотрите сразу, да, у нас тут семерка кубков. Обещание, какие-то иллюзии. Что сейчас между вами? Ну, видите, перевернутая императрица. То есть наобещал, что вы для него и близкий родной человек, и важная женщина, может вообще подвести вас на Новый год, да, и не приехать отмечать там со своими родными. То есть здесь как будто нет поступков, вот именно поступков со стороны мужчины. Или приехал, тут же куда-то уехал, да, то есть может быть свидание, может быть праздник, может быть, конечно, да, что есть между вами интим, или это вообще отношения на расстоянии, где мужчина только дает вам какую-то перспективу, потому что жезлов я не вижу. И императрица перевернута, то есть вы чувствуете, что здесь вас недооценивает мужчина, что недодает, что вы здесь никак не можете получить желаемое. Кстати, еще здесь у кого-то может быть развод. То есть мужчина вы развелись. Зачем на него смотрите, не знаю, но здесь, может быть, на бывшего мужа посмотреть. Что у него, как там, думает или не думает, да, как бы не забыли. И вот смотрите, вроде туз кубков есть, он в прямом положении, вроде как вы нравитесь друг другу, любовь есть, но не ладится.
Вот женщина здесь перевернутая. Женщина здесь недооценена, и как будто ей не додают. Любви не хватает, ласки, теплоты, Господи. Просто увидела тройку мечей, да, и, как говорится, ну, она в прямом положении, это говорит о том, что уже пришло четкое осознание. То есть, если было расставание, вы его не переносите уже болезненно. Здесь человек освободился от того, то есть у вас уже есть свет, да, свет, как выйти из этого состояния. Вы уже четко понимаете, пришло осознание, что мужчина здесь, ну, не все собирается реализовать в ваших отношениях, хотя говорит много. Ну да, да. Семерка мечей, самообман. Ну, прямая. Хорошо, что это прямые карты. А прямые карты говорят о том, что женщина осознала всю игру мужчины, скорее всего, манипуляции. Может быть, у вас вообще фантазер мужчина, любит пофантазировать о каком-то прекрасном будущем, да? То есть сейчас вы уже не поддаетесь ни обещаниям, ни хитрости, ни манипуляции. И уж тем более, да, каким-то планам по поводу будущего. Вы уже смотрите на мужчину и говоришь: а где действие? Что я для тебя любимая, что я для тебя родная. Ну-ка, покажи. Ну, давайте смотреть, что будет мужчина делать вообще в принципе. Может быть, у вас, кстати, здесь может быть, что у вас новые отношения, и мужчина вроде как загорелся желанием, потому что четверка жезлов в начале дня вроде как загорелся желанием, и вроде бы готов был вкладываться, а потом подостыл и поставил все на паузу. Давайте посмотрим. Здесь как будто что-то он не договаривает, вот честно. Что ты хочешь сказать этой прекрасной женщине? Расскажи. Что ты хочешь ей сказать? Она мое солнце. Я же говорю, мужчина видит в вас не только перспективу, но и на самом деле он хотел бы, чтобы вы были его жрицей, его императрицей. Мгм. Я буду добиваться. Но здесь мужчина просто у нас боится то ли обмануться, или поспешить и сделать неправильный выбор, и, конечно же, войти в ситуацию, из которой потом будет сложно выйти. Ну или же здесь у человека какая-то незаконченная история, которая сейчас ему не дает возможности реализоваться себя в новой истории. Если вы смотрите на своего бывшего мужа, да, он о вас думает, но он считает, что он уже капитально испортил ваши отношения, и назад ему дороги нет. Хотя вспоминает с теплом, с лаской, с тем, что вы были для него открытым, искренним человеком, и что такую, как вы, найти ему будет очень тяжело, но проявиться не проявится, потому что повел себя, если честно, по-детски, недооценил, обидел где-то, и вот сейчас он по кармической карте расплачивается за это. Если все-таки вы смотрите на человека, с кем у вас или новые отношения, или вяло текущий, то есть вот знаете, вот как вошли в конфетно-букетный период, да, и из него выйти не можем. То есть никакой ответственности, никаких перемен, никакого нового этапа, никаких изменений. И вы четко понимаете, что пора бы уже что-то поменять. Тем более мужчина вроде как был готов к этому. Вот здесь больше, конечно, проигрывается именно это. Вроде был готов, вроде бы как собирался, а потом раз все поставил на паузу. Но дело в том, что он испугался ответственности. А вдруг я не дотяну, а вдруг я не потяну, а вдруг я не смогу ей дать то, к чему она привыкла. Еще что ты хочешь ей сказать? Хотя для него вы женщина важная. Вы для него целый мир. Вот смотрите, что он думает о вас, и мы заходим со старших арканов. Да еще какие арканы? То есть это то, что его наполняет, это то, что дает ему возможность жить и радоваться. Это то, что дает ему возможность исполнять свои мечты. Но опять же, чувство вины в отношении вас. Отшельник. Он над чем-то долго думает. Что он хочет вам сказать? Но, девчат, если у вас новые отношения, проверьте, пожалуйста, он не женат ли, потому что здесь возможно, что у него есть стабильные отношения, которые он строит. Если же все-таки он свободен, здесь может быть очень сильное влияние мамы,
И он идет у нее на поводу, и из-за этого испытывает, вы знаете, даже чувство вины, которое его изнутри, может быть, уничтожает. То есть он вляпался в какую-то историю и выйти из нее не может. Король жезлов, король мечей. То есть он знает, что вы ждете от него действий. Здесь то ли его семья, то ли его мама, ну, то ли, может быть, родственники, которые не дают добро. Вы знаете, здесь может еще и проиграться, что у мужчины по карте мира другое вероисповедание. Еще что ты хочешь ей сказать? Боится потерять. Очень боится потерять. Но здесь одни пятерки, уже третья карта. Здесь полный дисбаланс. Мужчина, самое интересное, что он страдает. Хочу прояснить ситуацию, хочу помириться, наладить отношения, хочу уже что-то сделать, хочу, чтобы в нашей жизни был праздник, и хочу начать свою жизнь с чистого листа, но ему для этого нужно от чего-то освободиться. Здесь у мужчины то ли страхи из прошлого, вот честно скажу, что у него есть какие-то блоки. Почему? Да потому что пятерка жезлов, это борьба и внутренняя, может быть, а может и внешняя. Может быть, у вас есть конкурентка, да, с которой ему нужно расстаться для того, чтобы быть с вами. Или у него есть выбор. Пятерка мечей. Пятерка мечей – это страх. Страх предательства, обмана, неуверенность, в конце концов, и так далее. Но дело в том, что мужчина очень сильно боится вас потерять, страдает, и это подталкивает его к тому, что он начинает бороться и со страхами, и с препятствиями, кстати, и с третьими лицами, с влиянием этих лиц на себя. А здесь явно есть, он явно. Скажи мне, пожалуйста, что ты скрываешь от этой женщины? Что ты скрываешь от этой женщины? Король кубков. Паж пентаклей. Да, он скрывает что-то. Я скрываю, что я боюсь. Я боюсь сделать неправильный выбор. Здесь мужчина стоит на выборе. Да, он стоит на выборе, или он скрывает треугольник. То есть у него есть какая-то история незаконченная, и он не может начать историю с вами пока или выполнить обещанное, пока он там не завершит какую-то историю. Но здесь четко видно, что мужчина стоит на выборе. Ну или просто он боится взять на себя ответственность и предложить вам серьезные отношения. Почему? Потому что его устраивает король, королева кубков, любовные свидания. То есть когда он к вам шел, честно, девочки, скажу, он не собирался не вступать в серьезные отношения, не собирался он вообще-то у нас и, может быть, строить какую-то перспективу в своей жизни. А тут он понял, что он встретил именно ту женщину, с которой это можно все сделать. И поиграть с вами не получится. То есть вы именно та женщина, в которую нужно вкладываться и которой нужно дать перспективу. Да, серьезные планы. То есть просто навешать лапшу вам на уши не получится. Вы женщина самостоятельная. То есть если мужчина начинает вам что-то говорить, но при этом не делает, вся вот эта ваша энергия, страсть закрывается от него. Вы становитесь холодной, отстраненной. То есть здесь вот смотрите, чем вы его притянули, девчонки. Тем, что вы не боитесь потерять этого мужчину. А мужчина боится вас потерять. А почему он боится вас потерять? Потому что вы самодостаточно уверенная. И как только вы понимаете, да, мы все в жизни ошибаемся, но здесь вы четко учитесь быстро, как говорится, исправлять свои ошибки. Если понимаете, что доверились не тому, как говорится, поверили, размечтались, но видите, что этот человек не может исполнить ваши мечты, вы тут же включаете королеву мечей, которая ставит все на место. И вы четко даете понять мужчине, что вы его не подпустите, пока он не сделает какой-то шаг в вашу сторону, пока он не выполнит то, что он обещал. Смотрим еще, что ты хочешь сказать ей. Ой, ты мой шанс, он понимает это. Вот я говорю, с одной стороны, здесь то ли мужчина неосторожно влюбился, то есть он собирался построить какие-то просто веселые отношения поверхностные, а тут он влюбился. И здесь у него
изменились обстоятельства. То есть, если раньше он не думал ничего менять в своей жизни, то сейчас он по отшельнику понимает, что надо менять, надо принимать решения, нужно уже как-то действовать. И дело в том, что туз Пентаклей, он видит, что вы именно та женщина, с которой он может построить семью. Вы солнце, вы наполняете, вам хорошо вместе. Вы мир, вы можете на любую тему поговорить. Вы можете, как говорится, сегодня ругаться, завтра мириться. И он это ценит, потому что вы разговариваете друг с другом. Но здесь женщина не уступает мужчине, да? Двойка пентаклей. Вы знаете, как будто бы вот именно по прямой позиции мужчина сделал выбор в вашу сторону. Кстати, вот сейчас четко здесь видно, что я сделал выбор в твою сторону, и я готов действовать. Да, я выхожу из иллюзий, все, я выхожу из самообмана, из страхов. То есть, смотрите, видите, семерка кубков у нас, она, наконец, прямая. А вот если бы она была перевернутая, тут и змеи, соблазн, то есть он мог соблазняться кем-то, чем-то. Но сейчас он сделал выбор, он сказал, моя мечта – это она. Исполнение моей мечты – это она. Да, ему очень стыдно, что он себя вел так, что он заставил вас страдать, что он заставил вас ждать, что он заставил вас сомневаться в нем, а он потерял доверие своими поступками, да? Долго ждать. Видите, бездействие, восьмерка пентаклей перевернута, но он говорит, что твое ожидание, оно заканчивается. То есть все, восьмерка пентаклей, но она перевернутая, говорит о том, что хватит работать, хватит думать, хватит копаться у себя в голове. Почему? Потому что от этого тебе еще намного хуже, и уже пора действовать. То есть мужчина как будто боялся. Мгм, да, он боялся взять ответственность, паш пентаклей перевернутый, пойти в новое. Очень сильно боялся. Смотрим. Чего же ты так сильно боишься еще? Ну-ка скажи, чего же ты так сильно боишься? Пятерка пентаклей. Самое интересное, он очень сильно боится вас потерять, что вы закроетесь и никогда больше ему не дадите ни одного шанса. То есть все, видите, особенно вот именно пятерка пентаклей в такой позиции, а она перевернута, говорит о том, что мужчина боится, что все, вы про него забудете, вы отвернетесь, вы поставите точку, карта смерти. Чего ты еще боишься? Ой-ой, ты посмотри, а. Потерять, никогда больше не получить возможности быть рядом с ней. То есть, что вы перестанете ждать. Потеряете терпение, перестанете ждать и не дождетесь, пока он от чего-то здесь освободится, кстати. Да, по иерофанту. Или на что-то решиться. То есть вроде как он решил уже, как бы шанс есть, вроде как бы определился, но все равно идет борьба. Здесь мужчина явно объявится, но он боится, что вдруг вы уже потеряли терпение, его не примете. Вот чего он боится. То есть он слишком долго то ли думал, то ли освобождался. Что у него еще в жизни? Ну, любит он вас. Он понял, что он вас любит. Да, оттаивает, как будто он сам себя заморозил. Как будто он сам себя заморозил. Вы знаете, у него в личной жизни, честно могу сказать, здесь не обязательно третье лицо, нет. Здесь может быть, что мужчина потерпел какую-то неудачу, потерял контроль и сам себя заморозил. То есть он отказался от личной жизни, не то, что он отказался от интима, нет. Здесь мужчина очень яркий, здесь мужчина просто хотел развивать отношения по перевернутому магу. А это манипуляции, какая-то игра, это пришел-ушел, это просто интим и ничего серьезного. То есть он решил, что в моей жизни больше никогда не будет серьезных отношений. Но встретив вас, он понял, что это все-таки ему придется сделать, потому что вас терять он не хочет, а на другое вы не согласитесь. Он боится потерять и свой мир, и свое солнце. Почему? Потому что здесь четко видно. Помните, я вам сказала, что вы для него и солнышко, и мир.
А вот здесь солнце и мир перевернут. То есть вы сейчас единственное, что его радует, что его наполняет. Вы как близкий, родной человек для него стали. Вы открыли душу, вы открыли сердце. Он видит искренность. А вот то, что у него было в жизни, на самом деле он придет. Он идет уже 8 жезлов. Все, что было у него в жизни, вот до вас, оно все было какое-то фальшивое. И мужчина, скорее всего, он уже разочаровался в том, что он может найти себе хорошую женщину. И встретив вас, он просто не поверил. Он не поверил, что это реально. Он долгое время боролся со страхами. Но сейчас он будет действовать. 8 жезлов в прямом положении. Что здесь у нас? Да, он будет на самом деле проявляться. Ну-ка, давайте действия посмотрим. Действия мужчины до конца января давайте. Если нет, загадайте свои сроки. Да вот она опять выпала, хотя я колоду перетусовала. Конечно, вот она, идет, все. Все, мужчина выходит из своего ада и говорит, я хочу на самом деле испытать чувство, видите, спокойствие, удовлетворение. То есть вот это вот его пауза или постоянные мысли о том, что будет, стоит доверять, не стоит, нужно, не нужно, они уже стали для него болезненными. Вот он, первый шаг в новое. То есть то, что вы от него ждете, он вам даст. Да. Потому что он сам хочет уже успокоиться. Ему не хватает умеренности, спокойствия. Ему не хватает, когда ты уже можешь расслабиться и просто наслаждаться. Да. Здесь он постоянно боялся. Постоянно боялся, что раскроется какая-то тайна, что выйдет наружу, может быть, какое-то негативное ваше качество. Он боялся влюбиться, он боялся раскрыться, он боролся со своими чувствами, эмоциями. Но здесь ситуация говорит, чем больше ты борешься, тем хуже тебе становится. Видите, здесь влюбленные, а ему на самом деле не хватает. То есть если у нас Ева, она в прекрасном состоянии, он это видит. То есть у вас тут и цветы цветут, и травка зеленеет, а у него все рушится. То есть у него все рушится. Вы, как говорится, чувствуете себя спокойно, наслаждаетесь жизнью, а у него наоборот в жизни происходят одни неприятности, когда вас нету. И он хочет вернуть. Почему? Потому что он говорит, все, я хочу быть с этой женщиной. Я хочу, чтобы между нами было будущее. Видите, здесь мужчина готов склеить ту чашку, которую он когда-то разбил, ну или недооценил, ну или от которой он бежал, если честно. А здесь мужчина бежит от чувств и эмоций. Ну что, удачи вам, всего вам самого лучшего. Мы обязательно встретимся в новых эфирах. До новых встреч. Ваша Елена. Пока-пока.